Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует Мир Моделей. Меня зовут Павел. Мы сегодня опять погружаемся в новинки, которые пришли в наши магазины. Вот некоторое время назад у нас пришли, это довольно-таки относительно новинка. Компания Menk выпустила Merkava MK3 Лик, так называемый танк для городских боев. Merkava M3, многие очень этот танк собирали. Компания решила не останавливаться на этом дальше, и она выпустила самую последнюю, самую продвинутую на сегодняшний день версию танка Merkava, это МК-4, с защитой, активной защитой брони Трофи. Значит, что это такое? Это та же Merkava, четвертая, самая современная, со 120 миллиметровой пушкой, с новой системой управления вооружения. Но ее принципиальное отличие является такие по башне находятся локаторы, которые обнаруживают летящие к танку различные гранатометы, и сама их уничтожает. То есть есть две пусковые установки, которые выстреливаются навстречу летящему кумулятивному боеприпасу, который находится в составе ручных гранатометов, так скажем. И их уничтожает на подлете. То есть вылетают такие элементы кинетические, они разбивают, эта граната взрывается на подлете к танку. Кроме того, что танк также может поставить дымовые завесы. Эта система сейчас активно используется на всех танках, потому что сама Merkava МК-4 поступила на вооружение в 2004 году. В 2006 году во время одной из интифад, то есть когда опять же был пограничный конфликт на палестинских территориях, несколько МК-4 именно на тот момент новейших танков были подбиты из тогда новейших гранатометных комплексов Корнет. И поэтому решили израильтяне в течение 10 лет добивались тем, что доводили эту систему Трофи до ума. То есть это там система непосредственно сбивает, сама видит, чувствует вокруг себя радиолокационно, то есть датчики обнаруживают различные боеприпасы и сама их уничтожает. Вот такая интересная новинка. Теперь по нашей традиции мы заглянем внутрь коробки. Такая инструкция. Она здесь довольно-таки подробная. К тому же многие знают, что компания Menk здесь пишет по-английски, здесь на своем родном. А здесь пишет по-русски. Так что, если что, можете спокойно посмотреть инструкцию по-русски. Дальше идет подробное описание по сборке. Здесь все понятно. То есть такая книжица. И отдельно дается такой листочек. Дается это у нас именно непосредственно схема окраски. Merkava имеет один цвет, это так называемый Sina Grey. Различия в номерных знаках, которые здесь таблички, шильдики такие идут, то что у них танки нумеруются, как у нас автомобили. И также нанесение здесь идет тактических элементов. Они находятся на забашенной корзине. Обязательно идет элементы тактического звена и машина в роте обозначением колец на дуло танка. Опять же, то, о чем я сейчас только что сказал. Видите, различные есть варианты. Также есть иногда некоторые бронетанковые подразделения имеют свою личную эмблему. Такая эмблема очень красиво смотрится сзади. Все эти машины воевавшие, я думаю, что в сети можно найти фотографии этих данных прототипов, потому что все эти реальные машины есть. Посмотрим теперь по набору. Сразу бросается в глаза, это такой мы обычно в конце. Такой набор. Это у нас набор траков. Такие траки ставились уже на последние модификации МК-3. Та модель, которую я показывал в начале, на модификацию, более позднюю модификацию, ставились, можно уже спокойно ставить такие траки. Их надо, естественно, срезать аккуратно. И потом, естественно, приклеивать стык в стык, проливая супер жидким клеем, например, Tamiya. Дальше у нас здесь идет элементы
забашенной корзины. Дают они вот таким вот образом цепи. Вот, потому что они приклеиваются аккуратно по низу забашенной корзины. Вот непосредственно закрытые вот эти вот датчики. Все аккуратно пролито, все четко литье. Вот эти потайные болты, которые позволяют, эти юбки, которые закрывают гусеницы, вот это делать. Все аккуратно, четко. Вот, например, днище. Обычно все делают в ванной, но вот решили сделать таким вот образом. Сразу вот этот литник не убираю, чтобы немножко вам рассказать о следующем литнике, потому что вот последняя вот эта Меркава, уже многие танки уже стали нести еще дополнительное днище для того, чтобы обеспечить, ну, обезопасить экипаж от действий фугасов. Поэтому она вот таким вот образом, вот таким вот образом она монтируется и на специальные кронштейны крепится спереди и сзади. Вот, ствол у нас дается из двух половинок. Ну, можно сказать, анахронизм. Ну, я думаю, что здесь тут идет теплоизоляционный кожух, который предохраняет ствол от изгибов и деформации. Я думаю, что здесь никаких сложностей не будет, потому что здесь идут барашки, которые непосредственно этот кожух крепят. Я думаю, что можно склеить спокойно так. Это не будет большим упущением и каким-то... На готовой модели это будет смотреться очень хорошо. Я думаю, компания Menk это дело уже опробировала. Дальше у нас здесь идет литник, где идут элементы ходовой части. Опять же, есть еще элементы так называемых цепей, которые защищают заднюю часть именно от ручных противотанковых гранатометов типа РПГ-7, которыми в основном вооружены палестинские отряды Хезболлы. Вот здесь у нас наблюдательные приборы, у нас 7,62 пулемет и элемент корзины, который находится именно за кормой танка. Ну, Меркава, вы знаете, что у нее находится моторное трансмиссионное отделение, находится впереди. Вот. Вот непосредственно, то есть здесь впереди находится двигатель, сзади находится боевое отделение. Сзади идет эвакуационный люк для всего экипажа. То есть если танк получает повреждения, он может сделать задний ход к какому-нибудь укрытию, и экипаж может покинуть машину. Вот здесь вот у нас находится башня. Башня уже с естественными наплывами под систему трофи. Многие спрашивают, почему такого красивого, ну и необычного танка, все-таки это самый тяжелый танк из имеющихся на вооружении различных армий, по его мощному бронированию. Вот. Могу сказать следующее, что Меркава не делают на мой взгляд, есть три кита. Почему не делают Меркава? Первое, это так называемое фирменное покрытие израильских танков, это антислип. Это то покрытие, по которому экипаж бегает по машине и при этом не соскальзывает с него, не ломает себе голову или позвоночник на выбор. Здесь это покрытие немножечко дано, оно здесь прощупывается, не так выражено, как оно кажется, но тем не менее оно здесь присутствует. Это один из китов. Второй, это знаменитый синайский серый, который сейчас присутствует в палитре различных фирм, производящих модельные краски. Но у всех он разный. Кто-то говорит, что он должен быть серым, кто-то говорит, что он должен быть ближе к оливковому. Спорят все правы и все неправы одновременно. Вот, нету. Вот взял бы кто-нибудь из наших товарищей, кто ездит в Израиль, и привезли бы нам кусочек Меркавы, какой-нибудь, хоть какой цвет бы узнать. Вот. И третий из китов, тот, из-за чего не делать Меркава, это вот непосредственно забашенная корзина и вот эти вот знаменитые цепочки. Цепочки здесь даны в пластике, они здесь даны довольно-таки утрированно, но по-настоящему, если вы уважаете себя как моделиста, то я считаю, что вы должны сделать цепочку из цепочки. То есть должна быть настоящая цепочка, когда вот танк там трогаешь, эта цепочка, вот эта бахрома должна вот так вот грубо говоря, двигаться влево-вправо. То есть когда танк поворачивает башню, все это красиво, как у царевны Будур, так свешивается вниз. Вот. Тут у нас идут три литника. Эти три литника, последние, они
И все относится к ходовой части танка. Танк Меркава, опять же, оригинальный тем, что он имеет пружинную подвеску. Многие говорят, что это анахронизм, но сами же израильтяне говорят, что если вот они подрываются на фугасе, та же Меркава, что проще взять эти элементы, скрутить, выкинуть и поставить новые, чем танк с поврежденным торсионом. В принципе, он идет только сразу в ремонтный завод и уже там ремонтируется на месте. Здесь различные рычаги, пружины, откатники, амортизаторы. Здесь также присутствуют элементы защиты, также даны именно основные вот эти вот опорные катки с резиновыми, бандажи у них отдельно. То есть они предлагают их покрасить и потом уже вклеить уже окрашенными. Ну, это с одной стороны плюс. И это элементы навески именно бортовой брони, которая закрывает верхнюю часть гусениц. Вот. И еще мы не затронули с вами ведущие колеса. Они лежали отдельно. Не ведущий, вернее, это ленивец. Это ленивец. Ленивец у них находится сзади. Ведущее колесо находится спереди, рядом с моторно-трансмиссионным отделением. Вот, здесь еще хотел бы ваше внимание обратить. Вот такой здесь есть ледничок с пулеметом. Это курсовой пулемет, который находится прямо непосредственно над стволом. Этот пулемет состоит вот из такой вот детали. Все четко, аккуратно пролито. Заметьте, что есть перфорация для охлаждения. И, поскольку пулемет этот американский, 12,7 калибр у него, значит, здесь есть 3 ствола, которыми и комплектуются. Можно на выбор поставить один из 3 стволов. Заметьте, хочу вам заметить, что стволы уже надсверлены. То есть не надо мучительно попадать туда сверлышком, его досверливать. Стволы уже готовые. Единственное, что вот второй ствол, на мой взгляд, немножечко согнут. Но, скорее всего, это просто дефект литья. Если откусить, он примет свое нормальное положение. Вот. Ну и нам осталось только... У нас вот такой вот здесь вот идет, ну это понятно, это втулки, на которые одеваются. Вот у нас здесь, вот здесь вот у нас очень вкусные вещи. Это у нас непосредственно здесь решетки, сеточка, которая защищает выхлоп, чтобы шаловливые палестинские маленькие ручки не засовывали туда всякие гранатки и прочий мусор. Вот когда танки находятся где-нибудь среди палестинских поселений, здесь у нас находятся вот тактические номера. Ну, я уже сказал, что номерами комплектуются танки Израиля. Вот. Опять же, это все привязано к схеме окраски. Можете посмотреть. Все это есть. Вот также дается вот такой вот тросик. Ну и вот все вот эти вот четверки, они, ну еще трешки пошли уже вот с такими цепями. Вот это, которым они, в принципе, очень часто наматываются на впереди находящееся устройство. Там есть многофункциональная тележка, можно присоединить там минный трал и так далее. Там много чего можно присоединить. И вот тут здесь также находится декаль для оформления уже тоже, опять же, в соответствии с предложенными в инструкции прототипами. И вот здесь еще один вот литничек, но я тут сейчас его немножечко вскрыл. Это остекление наблюдательных приборов, которых на Меркаве большущее, огромное множество. Ну, потому что танк используется очень часто, в основном сейчас, в последнее время, в городских условиях. И, конечно, он должен обозревать и видеть в разные стороны отовсюду, откуда может прийти, так сказать, опасность. Очень много различных вот этих вот стеклышек, как их называют обычно моделисты. Естественно, они сейчас абсолютно прозрачные, их нужно подкрасить. По-моему, здесь голубоватым цветом, у американцев и у наших оптика такого розоватого цвета. Но здесь надо сверяться с фото прототипа и посмотреть какой-нибудь обзор. Вот, уважаемые коллеги, мы сегодня рассмотрели такое небольшое, так сказать, было вступительное слово автора. Вы уж простите, ну, Меркава мне самому лично очень нравится. Я вообще, как вы уже, наверное, знаете, по нашим предыдущим передачам больше собираю модели авиации. Но если я буду собирать танки, то буду собирать только Меркавы. Ну, не знаю, мне нравятся эти Меркавы, эти военные, как они называются, тележки, как в переводе с израильского. Вот такая вот интереснейшая модель самого современного, самого последнего танка, находящегося на вооружении Цахал. Ну, это, естественно, вооруженные силы Израиля. Ну,
А мы вас ждем в наших магазинах. Приобретайте, те, кто занимается именно восточными, война в Ираке, арабо-израильский конфликт, вот сейчас войны на палестинских территориях. Эту технику можно приобретать и ставить себе на полку. До новых встреч. Меня зовут Павел, это был Мир моделей. До свидания. Thank you.